Утяжка мордочки. Берем прочную нитку. У меня вот такая иголка длинная, но мне так нравится ею работать. Вы можете взять, конечно, покороче. У меня она с большим ушком и острым кончиком. Дальше. Отсюда, с середины, я ввожу нитку примерно, вот как у нас мордочка идет. Вниз и в сторону. Вводим ниточку так, чтобы у нас оказалась она одинарной. И вот здесь как бы немножко по краешку сквозь шерстяную ниточку, но не сильно на поверхности, чтобы ее не было видно, но и не под ней, то есть не между набивкой и тканью, да, а именно сквозь, потому что мы будем утягивать, и нам нужно, чтобы тянулись все компоненты. Вот. Сейчас Эвелина опять будет извить над моим лексиконом, но я борюсь с перфекционизмом, тоже много раз уже переписывала видео, но если я сейчас буду исправлять каждое видео, то мы никогда не закончим. Ну и вот здесь немножечко наискосок, да. У нас получается, мы зашли где-то здесь. Вот на этом уровне нам нужно закончить. Ну, вот как раз все совпадает сквозь ниточку. Помогаем пальчиками, мордочку сжимаем, да, формируем такой носик. И в это время натягиваем очень сильно две ниточки. Тоже щадите свои руки, и если у вас будут помощники, которые могут поддержать мордочку, это, конечно, гораздо проще. Потому что, реально, мордочку утягивать нелегко. Я завязываю первый узелок. И вот сейчас мне нужно зафиксировать мы утянули мордочку. Если посмотреть в профиль, я вижу, что в принципе можно было сделать это еще сильнее, но ничего страшного. Сейчас мы закрепим глазки и еще раз утянем все вместе. Нам важно определить центр. Так, вот у нас центр мордочки. Это у меня центр. Давайте возьмем этот ряд, который мы утягивали мордочку. Раз и два. Вот. Ну, допустим, пусть он будет здесь. Дальше центр. Раз. И вот здесь два. Два ряда. Так. Я думаю, глазки меня устраивают, но мы должны учесть тот момент, что когда мы будем утягивать глазки, они вот так тут сойдутся. А если они вот так немножко, получается, сплюснутся, то это будет достаточно узко.
Поэтому я отступлю еще на полпетелечки. Вот по линии, где мы утягивали мордочку, видите? Даже ниточку немножко видно. Вот по этой линии еще на полпетелечки. Так, на полпетелечки, но не вниз. А то у нас совсем низко получится глазки. Значит, еще вот. Мне кажется, это отличная ширина. А теперь самое главное. Я примеряю, и я вижу, что один глаз у меня ниже, другой выше. Я, скорее всего, вот этот подниму выше. Повыше. Так. Ну, вроде бы уже все хорошо. Посмотрим сверху. Так, и сверху у нас относительно ровно. Так, значит, здесь у нас будут бусинки. Я уже заранее продела нитку в иголку. Значит, нам понадобится 2 бусинки 6 миллиметров. И ниточка будет у нас уже двойная. Узелок мы не завязываем, но ниточку, конечно, сделаем покрепче. Значит, здесь я вывожу иголку, видите, чуть повыше глаза намеченного. Вот, видите, она у меня вышла как раз над бусинкой. Оставляем ниточку примерно 15 сантиметров снизу. Дальше мы берем бусинку, продеваем сквозь иголочку и заводим ровно в эту точку, где у нас вспомогательная булавочка. Нам нужно сейчас вывести эту иголку также над булавочкой, над другим глазом, и чтобы линия была ровная. Я наметила, я выведу примерно здесь. Так, я уложу бусинку. Она у нас уже готовилась стать глазиком. Что мы делаем дальше? А мы просто насыпляем вторую бусинку. Дальше мы находим точку, где у нас булавочка, и выводим рядом с ниткой. Не обязательно в ту же самую точку, а лучше не в ту же самую точку, рядышком. Все, я могу обрезать нитку. Не перепутайте, да, вот они похожие ниточки. Вот эта ниточка у нас была для мордочки, мы ее отводим влево, а эти, смотрите, мы сейчас будем утягивать. Пока не тянем ниточку, а помогаем себе пальчиками вот так. Туда глазки немножечко. Так, немножко прижать и уже натянуть. Так будет полегче. Смотрите, теперь нам очень важно туго затянуть глазки. Завязываем узелок. Вот мы утянули глазки. Я аккуратненько подрежу ниточки, которые мне мешают.
Смотрите, мы затянули глазки. И теперь мы еще сделаем дополнительную утяжку и затянем 2 ниточки глазок и мордочку. Видите, подтянем еще раз рельеф. Вот так. И еще раз крепко-крепко завяжем эти нитки между собой. Не торопитесь, утягивайте туго, потому что больше уже возможности такой не будет. Ну вот видите, гораздо лучше. Появился такой бугорок красивый. И мордочка стала похожа на мишку. Я вдеваю розовую нитку шерстяную, нашу нитку компаньон, в иголку с большим ушком. И сейчас мы будем наводить красоту, а именно оформлять носик. Потом я вам покажу, как я делаю волосы. Начинается самая эстетически приятная работа. Ниточку я обрезала, оставив примерно 50 сантиметров. Я уже вижу, что мордочка немножко отличается от оригинала. И если мы просчитаем, где у нас начинается носик, я отступила 3 петли и стала вышивать вот здесь. Но если я отсчитаю 3 петли на новой эвелине, у нас носик получается достаточно низко. Поэтому смотрим, чтобы он был вот на пересечении бугорка, вот примерно здесь. Беру дополнительную нитку и ввожу в середину головы. Вывожу в точки. Нам нужно зацепить эту петелечку. Все, я могу убрать вспомогательную булавочку. И теперь я смотрю. Так, носик, мне кажется, вот здесь он будет начинаться в самый раз. Я завела сюда иголочку, видите, в эту петельку, и вывожу ниже на пол петли в сторону. Не затягиваем сразу. Я тяну ниточку и представлю, как бы у меня ложился носик. Вот чтобы носик вышел аккуратным, я сразу прижму пальчиком, чтобы ниточка не поменяла у меня положение. Ну, вот так меня устроит. Получается, вот наша центральная петля. Здесь отступили на полпетли. И сюда я введу. И вывожу еще на полпетли ниже. И в сторону. И также, прежде чем затянуть, я намечаю, как у меня ляжет ниточка, фиксирую пальчиком и аккуратно подтягиваю. Последний стежок. Также я завела, видите, опять на полпетли в сторону. И чтобы было в зеркальном отображении, я заведу сюда. Я чуть-чуть поторопилась, каюсь, но переснимать уже не буду. Смотрите, прежде чем вывести розовую нитку вверх, чтобы она стала волосиками, я забыла сделать вот такую перемычку. Вы выводите иголочку вот сюда, немножко под ниточку. Отлично. И немножко я отодвину ниточку. Вот, смотрите, вывожу сюда
Да? То есть, видите, в центр и чуть выше под носик. Прикладываю, значит, ниточку. Здесь я подправляю. Когда мы вязали пяточку бумеранг, вот как раз эта двойная петля, она образует такой стежок. И вот как раз на уровне этого стежка, получается 3 петли вниз, я завожу иголочку и уже вывожу в центре. Как видите, это творческий процесс. Ошибок не надо бояться, все можно исправить. Главное не терять вдохновение. У нас осталась ниточка. Я пока не вынимаю иголку, а аккуратно фиксирую узелок. Не натягиваю, ничего не стягиваю, потому что на нос у нас нагрузки нет. Вот увидите, Мишка не будет точной копией Эвелины, а будет носить свой характер. А теперь смотрите, у нас с этой стороны осталась ниточка и с другой. Я еще раз вывожу в центр иглу и вывожу на макушке. Дальше продеваю второй кончик в иголку. И повторяю еще раз то же самое. Ввожу в центр и вывожу на макушке. Обратите внимание, что ниточка, которой мы будем стягивать макушку, она тоже у нас потом послужит вот этой вот волосиночкой беленькой. Теперь нам нужно еще отмотать ниточку, тоже примерно сантиметров 40-50. Обратите внимание, что длину нитки надо распределить равномерно, чтобы с этой стороны был достаточно длинный кончик и с обратной. Вдеваем нитку в иголку еще раз. Ну вот, смотрите, вырисовывается милая личико.